цвет. Следующее, что мы создадим, это полузакрытый бутончик нашей герберы. Вот, обратите внимание, у меня здесь большая сердцевинка, которую мы отжимали на молде с помощью глины. Она уже засохла, мы ее окрасили, и теперь нужно разместить правильно лепестки по всей окружности. Если у вас нет такого большого молда или такой большой заготовки, вы можете сделать маленькую из стандартного молда сердцевинок и просто добавить бахромы, которую мы с вами уже тоже умеем делать. Все то же самое. Тем самым увеличите объем вашей окружности. Отжимать на молде мы уже с вами умеем. Теперь нужно будет вырезать по молду. Нам понадобится около 30-40 заготовок, таких лепесточков. Начинаем размещать лепестки по всей окружности. Здесь внимание, с той стороны, с которой у нас есть прожилки, это сторона лицевая. Раньше она у нас размещалась вот таким образом. Теперь мы будем размещать ее с этой стороны. Итак, это будет лицевая сторона, но она будет по цветочку, получается, с оборотной стороны. Складываем пополам. И немножечко подгибаем внутрь. Чуть-чуть. Фоамиран очень мягкий, очень тонкий, поэтому нам нужно совсем чуть-чуть. То есть повернуть лепестки внутрь. Вот таким образом. Далее берем клей, капельку, капаем чуть-чуть в серединку. Можно немного зажать. Чуть-чуть. И прикладываем к основе. Прикладываем вот таким образом. И все лепестки должны смотреть внутрь, то есть сейчас размещаем их в хаотичном порядке по всей окружности вот таким простым способом. Вот такая красота у нас уже получается. Обратите внимание, какие-то лепестки смотрят внутрь, какие-то лепестки могут немножко откатываться назад. Это нормально, цветок в полураскрытом состоянии. Это, конечно, только первый ряд. Соответственно, точно так же в шахматном порядке перекрываем всю остальную окружность нашего цветочка. Итак, у меня последний ряд получается, третий или четвертый, здесь в зависимости от того, насколько вы перекрыли всю поверхность вашей окружности. И последние лепесточки я хочу сделать так, чтобы они немножко отходили от стебля. Помните, да, как мы делали? Нажимаем пальчиком. Здесь схема работает так же. Прикладываем, нажимаем пальчиком и немножечко отодвигаем, чтобы лепесточек не был близко посажен. Ну и вот так немножко отходил. То есть бутончик у нас начинает раскрываться. Все оставшиеся у меня вот тут 4-5 лепесточков я буду размещать точно таким же образом. Поехали. Не забываем, да, нужно обработать. Далее капаем капельку клея и точно так же размещаем. Там, где нам кажется это интереснее, красивее, ну, старайтесь делать так, чтобы цветочек раскрывался равномерно, то есть не только в одной стороне, да, а на всех остальных, по всей окружности. Вот такая красота у нас получилась. Как создавать чашелистик, вы уже знаете. Заготовку для утолщения, уплотнения нашего стебля у нас уже есть. Сейчас нужно будет просто приклеить. После того, как
приклеили уплотнение для стебля. Если здесь у вас маленькое расстояние от заготовки до стебля и чашелистик получится, ну то есть сразу заходит на лепесточки, можно уплотнить и утолщить вот эту вот часть. Для этого берете разные кусочки фоамирана, которые у вас остались, и просто закручивая уплотняем, то есть добавляем немножко толщины к стеблю и к заготовке сердцевинки. Я взяла просто кусочек фоамирана и сложила вдвое. Сейчас я уплотню путем приклеивания по поверхности стебля и к нашей заготовочке. Здесь ничего сложного нет, любые кусочки, которые у вас остались, пригодятся. Вот видите, здесь уже пространство становится больше, соответственно, чашелистику есть где разместиться. Вот видите, с этой стороны уже все готово. Здесь сейчас я сделаю все то же самое, просто прикреплю кусочки фоамирана отсюда сюда, и тогда у нас появится объемная сердцевинка с задней стороны. Вот таким образом, видите, уже толщина стала намного больше, пространство для нашего чашелистика как раз уже создано. Если нужно будет лишнее, можете подрезать, но мне в принципе и так нормально. Я уже подготовила заготовочку для перекрытия, для того, чтобы стебель у нас был зелененький. Ну и все точно так же, как мы делали на раскрытом бутончике. Здесь никаких сложностей, я думаю, у вас не возникнет. Ну вот я подклеила уже одну сторону, соответственно, точно так же подклеиваем и вторую сторону нашего ствола или стебля. Надеваем чашелистик, так же как и всегда, аккуратно прорезая небольшую дырочку, потому что она все равно увеличится в процессе натягивания. Так, размещаем аккуратно. Смотрите, чтобы все ваши лепесточки лежали так, как надо. Ну, соответственно, прикладываем и приклеиваем. Дальше уже расправляем лепестки в том направлении, как вы это изначально задумывали. Как я подклеила чашелистик, ну, видите, все лепесточки стали смотреть вверх, именно поэтому их нужно хорошенько расправить, чтобы они смотрели в разные стороны. То есть какие-то у нас закрыты, какие-то уже стараются раскрыться. Ну, в целом уже все готово. Теперь будем собирать композицию из всех заготовок, которые мы уже сделали. И это будет самое интересное.